Всем привет, меня зовут Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать, как боевые вертолеты уничтожают такие танки, как «Леопард» в современном военном конфликте. Итак, поехали. Аллигаторы против леопардов. Сейчас российским войскам приходится перемалывать западную технику, когда-то спроектированную и изготовленную, чтобы нанести могучему Советскому Союзу окончательное поражение. И, по оценкам экспертов, чуть ли не половина арсенала НАТО была направлена в Киев. Но если верить этим экспертам. Но танки «Леопард» и «Челленджер», а также многочисленные колесные машины «Страйкеры» или гусеничные БМП «Брэдли» не смогли принципиально изменить ход боевых действий. И, как выяснилось, они горят не хуже других танков и БМП. И существенную долю ответственности за дискредитацию высокотехнологичной промышленности США и Евросоюза следует возложить на вертолеты К-52. Боевые действия для экипажа аллигаторов начались в феврале 2022 года, всего спустя несколько часов после того, как российские ракеты ударили по аэродромам вооруженных сил Украины с целью расчистить небо. Утром 24 февраля 2022 года, предположительно рассчитывая на панику в руководстве вооруженных сил Украины и дезориентацию управления украинскими войсками, командование подразделениями вооруженных сил Российской Федерации на северном направлении дало команду на начало операции, получившей у журналистов название «Гостомельский десант». В ней приняли участие почти 200 винтокрылых машин. «Восьмерки» везли десантников и спецназовцев, которые, как полагают теперь на Западе, должны были захватить аэродром Гостомель и обеспечить посадочный десант на Ил-76 с техникой, средствами усиления и частью подразделений ВДВ. Оттуда ведь и до центра Киева недалеко. К-52 в составе десанта, судя по всему, выполняли роль прикрытия и психологического устрашения. Похоже, что задачу на поражение конкретных целей экипажам не ставили. Предположительно, расчет был на повторение Крымской весны, но по каким-то причинам десант явно ждали, и в интернете распространили видео с расчетом ПЗРК уже на позициях на берегу Киевского водохранилища, который открывал огонь по российским вертолетам. А на самом аэродроме госкорпорации Антонова был развернут зенитно-ракетный взвод 4-й бригады оперативного назначения. Да и десантники из 45-й бригады спецназначения ВДВ России и из 31-й десантно-штурмовой, успешно высаженные в Гостомеле и захватившие аэродром, попали в осиное гнездо прямо посреди нескольких бригад сухопутных сил вооруженных сил Украины. Бой, который планировался на пару часов, затянулся на 4 суток, пока к десантникам не пробилась пехота. А в течение этих дней, когда аэродромы и город кусками переходил от одной стороны к другой, российским десантникам приходилось несладко. По ним работали и гаубицы, и грады вооруженных сил Украины. К-52 в числе других вертолетов армейской авиации пытались помочь парням как могли, невзирая на опасность, исходящую от многочисленных ПЗРК. Но пошли и первые потери, и пока что в технике. И уже 24 февраля в районе аэропорта Гостомель экипажу Ивана Болдырева из 319-го отдельного вертолетного полка, что дислоцируется под Приморской Черниговкой, пришлось практически вызвать огонь на себя, провоцируя украинские ПВО на открытие огня. Болдырев и его штурман Роман Кобец рассчитывали на маневренность машины и бронирование кабины, а также комплекс «Витебск», который предупреждает экипаж о радиолокационном и лазерном облучении. Но возможности железа не безграничны. Осколок попал в главный редуктор и был поврежден левый двигатель. Машина сохранила управляемость, но вернуться обратно было явно невозможно. Командир выдал в эфир фразу: «Подо мной 2 КАМАЗа, мужики, я подбит, кто видит, обозначьте себя. Иду на вынужденную покинуть борт», и сел недалеко от взлетки Гостомельского аэродрома. К подранку незамедлительно подошел Ми-8 из группы поисково-спасательной службы, принял экипаж на борт и эвакуировал их из зоны боев. К-52 остался на земле, и, к сожалению, ни десантники, ни спецназ тогда не знали, что Гостомель придется оставить. Когда 29 марта командование даст приказ вместо броска на Киев отступить в рамках так называемого жеста доброй воли. Поврежденную наземную технику, которую нельзя было вывести в тыл, наши парни тогда взорвали, а вот аллигатор остался на месте вынужденной посадки. И только в апреле ВСУшники рискнули приблизиться к оставленным позициям в районе Гостомеля и нашли там поврежденный К-52, а под правой консолью крыла висело еще несколько неиспользованных ракет «Вихрь». Вертолет вывезли точно не в музей, а для детального ознакомления с ним представителей Пентагона и также Минобороны Великобритании. Болдырев и Кобец получили новую машину и совершили еще более 25 боевых вылетов, но 10 марта их К-52 получил попадение зенитной ракеты.
и после чего экипаж выполнил первое в истории авиации – катапультирование из вертолета во время боевых действий. И теперь настало время вертолетной теории. Ставь лайк и комментарий, если тебе нравятся мои такие рассуждения. Если мы взглянем на вертолет К-50, то сразу возникает чувство дежавю, ведь он очень похож по концепции на вертолет Ми-28 от конструктора КБ «Миля». Это два ударных вертолета с очень похожим набором вооружений. И различает их только одно – это количество членов экипажа. У Ми-28 их 2, у К-50 1. И пилот отвечает и за управление, и за огневое поражение противника. И тут есть и свои минусы, и плюсы. Но, к слову, в дальнейшем КБ Камова переработали К-50 и сделали двухместную версию К-52. И, по сути, это сделали они относительно легко. Они просто откусили нос где-то перед двигателями и установили более широкую кабину. Но вернемся к сравнению К-50 и Ми-28. Это вертолеты, ярчайшие представители своих школ. Напомню, что в Советском Союзе и в современной России есть две фирмы, которые проектируют вертолеты. Это Камов и Миль. И оба КБ названы в честь своих первых генеральных конструкторов. Отличить вертолеты этих КБ очень легко. Вертолеты у Камова летят благодаря двум соосным винтам, раз-два. А у изделия фирмы Миля один несущий винт и один в хвостовой части. Так зачем вертолету два винта? Дело в том, что будь у аппарата он только один, то, вращаясь несущий винт, стремился бы раскрутить фюзеляж вертолета в обратную сторону. И для устранения данного явления предназначен установленный вертикально на хвостовой балке винт на примере Миля. И для привода рулевого винта нужен вал, который уйдет почти через весь фюзеляж вертолета и передает крутящий момент именно этому винту. И это очень ненадежная схема, ведь при повреждении этого вала вертолет сразу становится неуправляемым. А вертолеты КБ Камова, как правило, не используют схему с задним винтом, а применяют соосную схему винтов. То есть над фюзеляжем вращаются сразу два винта. Один в одном направлении, а другой в противоположном, тем самым гася реактивные силы. И тут тоже встает вопрос о синхронизации этих винтов. Это довольно сложная схема. И какая же из схем лучшая? Тут очень сложно сказать, и в той и в другой есть свои компромиссы, которые приходится решать конструкторам. И надеюсь, что тебе стало понятнее, почему вроде бы два одинаковых вертолета, а такие разные на вид. Если у тебя тоже есть какие-то дополнения к моему рассказу, то я жду тебя в комментарии. Мне тоже интересно почитать. Боевые действия продолжались, ожесточение росло, как и накал боев. Аллигаторы работали по полной программе, используя дальность вихрей и мощный бортовой локатор. Горели Т-64 и БМП противника, а также его легкобронированные машины и грузовики. Британские и американские инструкторы отчаянно искали способы борьбы с К-52, бортовой комплекс обороны которого успешно справлялся с ПЗРК «Стрела», «Игла» и даже хваленными «Стингерами», которые были оперативно направлены Западом в ВСУ. По совету британцев украинцы пускались в радиоигры, чтобы заманить аллигаторы в засады. На частоте передовых авианаводчиков оказывались разведчики ВСУ, которые давали ложные координаты, выводя российские вертолеты под огонь украинских спецназовцев. Зная о стремлении наших парней добивать поврежденную вражескую бронетехнику, ее выставляли как своеобразную приманку, а впереди находилась группа с ПЗРК. Иногда подобные провокации удавались. Так удавалось обстреливать К-52, зависшие на предельно малых высотах, с помощью противотанковых ракетных комплексов, в том числе пресловутых «Джавелинов», не обошлось без потерь. 15 апреля 2022 года в бою в районе Гусаровки Харьковской области пал смертью экипаж полковника Василия Петровича Клещенко, заместителя командира 344-го Центра боевого применения. Выполняя ночью задачу по уничтожению техники противника, торжковцы попали в одну из засад и были сбиты из ПЗРК. Катапультироваться командир не смог. Осколок повредил подвеску системы. Машина упала в поле. Спасательная команда не успела. Да, собственно, и успевать было некуда. Судя по опубликованному видео, вертолет буквально рухнул, и шансов у Клещенко не было. И в июне 2022 года сотрудники ГУР Украины побывали на месте катастрофы, и им для обмена просто требовались тела пилотов. В ночь с 1 на 2 октября 2022 года боевую задачу по поиску и уничтожению бронетехники противника в очередной раз выполнял экипаж К-52 из состава 39-го вертолетного полка под командованием капитана Алексея Белоножка. Штурманом-оператором был капитан Илья Севастьянов. Экипаж нарвался на засаду из ПЗРК, и, к сожалению, спасенных не было.
4 декабря 2022 года экипаж К-52 в составе 15-й бригады армейской авиации в составе командира Михаила Абраменко с позывным «Борода» и штурмана-оператора Алексея Боровикова выполняли очередное боевое задание на Купянском направлении. И к тому моменту майоры уже совершили более 600 боевых вылетов, попали ракетами в 23 танка, сожгли 12 БТРов, 4 БМП и 3 самоходных орудия. Борода воевала в Чечне, Сирии, Чаде. Боровиков летал на Ак-52 с 2013 года. Был в командировке в Сирии, и оттуда он вернулся с первым мужиком на груди. Так в войсках с уважением называют Орден Мужества. А за бои в ходе СВО оба получили еще по одному Ордену Мужества. По их машине неоднократно стреляли из ПЗРК, но Витебск спасал их от игл и стингеров. Но 4 декабря аллигатору противостоял ЗРК «Бук». Машина буквально разорвалась в воздухе, что было запечатлено на этом видео. И, к сожалению, имена этих героев стали известны общественности только после их трагической гибели, когда уже ни мастерство, ни возможности К-52 уже не могли их спасти. А менее известны случаи, подтверждающие феноменальную живучесть аллигатора. В июне 2023 года интернет облетело видео, выложенное берлинским журналистом Томасом Юдиком, на котором летел аллигатор без хвоста. Руль направления и стабилизатор отсутствовали, а хвостовая балка представляла собой лохмотья. Но К-52 продолжал лететь, как ни в чем не бывало. А для немцев это был культурный шок. Но знакомые с историей прародителя аллигатора одноместно были в курсе сходного случая, когда у машины, возвращающейся с демонстрации, также оторвался руль. Пилот даже не заметил происшествия и продолжал бы лететь до конечной точки маршрута, если бы не замыкающий, который обратил внимание на странный вид хвостовой части черной акулы. К-52 оценивается украинцами как крайне опасный и грозный противник, и о каждом случае поражения аллигатора, даже если оно было не фатальным для машины, украинские блоги взахлеб рассказывали друг другу и, соответственно, и Западу. Вертолет К-50 хоть и был произведен очень малой серии, всего из 15 экземпляров, но успел стать вехой в истории отечественного вертолетостроения. Он не стал легендарным оружием, но дал путь в жизнь более удачному своему брату К-52. Но что погубило такую вроде бы перспективную машину? А погубила его концепция и время. Вертолет создавался в конце 80-х годов, в эпоху перестройки. Перестраивалась и отечественная оборонная промышленность. Во время молодой российской демократии в лице товарища Ельцина почти все оборонные предприятия пытались выжить и сохранить свою конструкторскую школу и уникальные коллективы и кадры, которые очень бы пригодились спустя 30 лет. Кто-то из предприятий оборонной промышленности стал выпускать кастрюли вместо снарядов, а кто-то пытался продать свою уникальную продукцию в Индию или Китай. КБ Камова пытались выжить благодаря своему новому ударному вертолету, а помог в продвижении винтокрылой машины стихийный маркетинг в виде фильма «Черная акула», где вертолет сыграл главную роль, и одноименная компьютерная игра. На жизнь вертолета повлияла и его концепция. Это одноместный ударный вертолет. Пилот должен был управлять машиной в воздухе и отвечать за вооружение. А для наводки оружия предполагалось использовать специальный вертолет-целеуказатель. Но благодаря перестройке конструирование этой машины забуксовало. Инженеры КБ Камова решили пойти по пути своих конкурентов из КБ Миля, сделать двухместный ударный вертолет. У Ми-28 тандемная схема размещения экипажа друг за другом, и как у его предшественника Ми-24. И такая компоновка вертолета снижает лобовое сопротивление, но у экипажа нет визуального контакта друг с другом. И в случае выхода из строя пилота оператор не мог вовремя перехватить управление и аварийно посадить машину. Да, у оператора вооружения тоже есть рудиментные рычаги управления. Камовцы решили сделать кабину с расположением экипажа плечом к плечу, как в автомобиле, и в теории это должно повысить живучесть вертолета. Таким образом, при помощи нехитрой переделки кабины из одноместной в двухместную получился вертолет К-52, который стал одним из основных в российской армии. То есть черная акула родила аллигатора. Вот такая интересная шуточка. И немножко интересных фактов о вертолете К-50. После кинобоевика «Черная акула», с успехом демонстрировавшимся на экранах, это название закрепилось за К-50, где в главной роли был снят этот вертолет, который впоследствии с успехом действовал в составе боевой группы в Чечне. Проверяя живучесть машины, летчики-испытатели отстреливали даже хвостовое оперение, но машина продолжала полет, сохраняя устойчивость, и совершала посадку. Это, к слову, о концепции вертолета с хвостовым винтом, который бы сразу потерял управление.
А также на К-50 задействована автоматизированная система, которая в случае ранения или гибели летчика возвращает вертолет в режиме автопилота на аэродром вылета самостоятельно. Так что вроде бы вот такая вот заурядная машина, а сколько интересных концепций в нее заложено. В начале 2023 года по профильным изданиям Запада прошли сообщения о появлении у линии боевого соприкосновения модернизированных аллигаторов К-52М. Эта машина создавалась в рамках опытно-конструкторских работ «Авангард-4», заказ на которую был выдан Министерством обороны России еще в апреле 2019 года. И по представлениям иностранных специалистов, к тому моменту новые блоки, узлы и агрегаты были уже готовы, что позволило в июне 2020 года Арсеньевскому «Прогрессу» сдать две машины в обновленном облике. Как сообщают в прессе, обновленный К-52М имеет новую оптико-электронную станцию, обновленный комплекс связи БКС-50М, новую систему управления оружием, лопасти несущего винта с более мощными нагревательными элементами, расширяющими диапазон температур эксплуатации машины. Также вертолет оснащен адаптивной под применение очков ночного видения, внешнюю и внутреннюю светотехнику на светодиодах. Главным отличительным признаком К-52М стала пусковая установка для двух легких многоцелевых управляемых ракет, изделие 305 под каждым полукрылом. Коломенская ракета отлично проявила себя в Сирии, где состоялся ее боевой дебют. И, кстати, главкомат не сразу поверил в новый проект Коломенского КБ, но когда заказчик изделия продемонстрировал его практические возможности, Министерство обороны России незамедлительно оформило подряд на изготовление 1000 легких многоцелевых управляемых ракет. Ракета, имея дальность стрельбы не менее 14,5 км, способна занести 25-килограммовую боевую часть буквально в форточку. Применение изделия 305 требует отлаженного взаимодействия членов экипажа, и размещение пилота и штурмана бок о бок в немалой степени тому способствует. Не случайно первыми носителями легких многоцелевых управляемых ракет стали модификации Ми-8, и на К-52 новая ракета встала как родная. Наибольшие споры у сторонних наблюдателей вызывала бортовая ЛРС в носовой части фюзеляжа нового воздухозаборника, что может свидетельствовать о замене фазотронной бортовой ЛРС «Арбалет-52» станции с активной фазированной антенной решеткой. Предполагается, что таковой может стать питерская БРЛС «Резец», способная обнаружить бронецели с дальностью до 40 км. И этого как раз достаточно, чтобы подготовиться к стрельбе 305-й ракетой. Но главное, что ожидает от вертолетных БРЛС, это способность обнаружения малогабаритных БПЛА. Дроны стали проблемой позиционной войны. Любительские, коммерческие и сельскохозяйственные квадрокоптеры круглосуточно висят над линией боевого соприкосновения и также в ближнем тылу. Используемые ими авиационные средства поражения, ручные гранаты. Главные части от ПГ-7 наносят чувствительные потери легкой бронетехники, артиллерии и пехоте даже в полевых укрытиях. Паллиативными средствами защиты от дронов стали мангалы на крышах бронемашин, увеличивающие визуальную заметность для наземных расчетов ПТРК, но однако угроза с воздуха весомей. Но стопроцентного средства, гарантирующего нейтрализацию этих смертельно опасных мелких противников, пока еще не изобрели, так что армейская авиация тоже изучает разные варианты. Летом 2023 года в интернет попало видео, как Ми-28Н гоняется за дроном и сбивает его из пушки. Чуть позже противник выложил в сеть видео с попыткой сбить и сам ночной охотник, но неудачно. Сможет ли резец или другое изделие увидеть малое БПЛА заблаговременно, чтобы К-52М смог подойти к ним на дальность стрельбы 30-мм пушки, покажет время. Но аллигатор – очень устойчивая платформа для пушки. Главное – дать правильное целеуказание, и летчики смогут сбить любую воздушную цель. Пока западные аналитики и журналисты гадали, что же все-таки появится на борту К-52М, кроме легких многоцелевых управляемых ракет, М-ки появились на линии боевого соприкосновения, и к тому моменту украинцы активно осваивали полученные танки «Леопард», модификации 2А4 и 2А6, колесные бронированные машины «Страйкер» в нескольких вариантах, БМП М2А2 «Брэдли» и различные артиллерийские орудия САУ, РСЗО и ЗРК. Запад по полной воспользовался возможностью провести натуральные испытания своего оружия, созданное против сначала советской, а потом и российской армии, в условиях того самого театра военных действий, под который оно и создавалось и адаптировалось. А на земле весь этот зверинец ждали противотанковые мины и расчеты ПТРК, а в небе армейская авиация и бражирующие боеприпасы.
Разрекламированный контрнаступ сразу пошел не по тому сценарию, как обещал Зеленский. Танки остановились, обездвиженные минами, а потом к ним прилетели подарки. Особая охота развернулась и за танками «Леопард». Кроме генетической ненависти, к германским кошкам добавилось желание получить премии от Министерства обороны и от патриотически настроенных актеров и певцов, которые наконец-то решили часть своих денег направить на поддержку армии. Аллигаторы в гонке за первым убитым леопардом не то чтобы не участвовали, но и вполне себе преуспели. А первый миллион за дохлую кошку получил гранатометчик Андрей Кравцов. Право первенства в деле кошкодавства оспаривают также и расчеты ПТРК «Корнет» артиллеристы. Но объективности ради надо признать, что за горящие «Леопарды» и «Брэдли» надо благодарить неизвестных бойцов и офицеров инженерных войск, которые нашпиговали поля Запорожья минами, и именно они и остановили врага. А К-52 просто делали свою работу и днем, и ночью, вихрями, 305-ми и нарами. А в августе 2023 года на Ореховском участке фронта аллигатор подловил такси «Леопард». Получив вихрь-1, германский танк запылал. Отражая контрнаступ противника, экипажи армейской авиации проводили в кабинах вертолетов по 8-12 часов в сутки. Вылеты обычно совершались в смешанном порядке. Аллигатор занимался поиском целей и их поражением на дальних дистанциях, а Ми-28 «Ночной охотник» прикрывал ведущего. Позади всегда находилась вертушка поисково-спасательной службы, на которую порой приходилась самая рискованная часть задания – под огнем противника найти и эвакуировать с поля боя сбитого летчика. Но без потерь не обходилось. 17 августа 2023 года под Работино, ставшего уже всемирно известным из-за сгоревших у него германских танков и американских бронемашин, был сбит К-52. Катапульта сработала штатно, а командира выдернула с земли группа поисково-спасательной службы. А штурман погиб от осколка. Аллигаторы работают, соревнуясь по эффективности только с баражирующими боеприпасами «Ланцет» из Ижевска. Западные специалисты пришли к выводу, что камовские машины и ижевские летающие хирургические инструменты стали одними из главных виновников фактического провала контрнаступления. Списать провал натовской теории наземного наступления только на чудо-оружие в лице К-52М и «Ланцета» оказалось намного проще, чем признать эффективность советской теории эшелонированной обороны. И на минах, выпущенных еще во времена Устинова, подрываются высокотехнологичные танки ценой от 8 до 10 миллиардов рублей за штуку. В ВСУ Залужный первым из официальных лиц признал возникновение позиционного тупика. Главной проблемой украинской армии он счел отсутствие превосходства в воздухе. Дескать, русские вертолеты и штурмовики срывают им атаки. Так что российские пилоты продолжают свою боевую работу на просторах украинских степей, а помогает им в этом вертолет с тяжелой судьбой, который так мог и не появиться на свет в лихие 90-е. Но об этом я вам расскажу как-нибудь в другой раз. И надеюсь, вам понравился мой краткий рассказ о противостоянии аллигаторов и леопардов. А если это так, то не забывайте подписываться и ставить лайки под этим видео. А поддержать мою деятельность вы можете на Бусти. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.